Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как там бывшая? Я знаю, что некоторые из вас интересуются этими моментами. Давайте-ка заглянем, как она живет по-настоящему. Потому что рассказывать можно все, что угодно. Мы посмотрим, что же там у нее происходит на самом деле. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. И снова вы император. Ну, уже даже не удивительно, честное слово. Смотрите, вы очень такой позитивный человек. Вы даже в каких-то вот жизненных перипетиях, каких-то проблемах, вы стараетесь где-то везде, вот, ну, где-то везде, да, правильно сказала, везде искать плюсы. Вот плюсы вы ищете даже там, где их днем с огнем не сыщешь. Настолько вы человек неунывающий. Вы... Ну, даже в чем-то вы властны можете быть. Я не могу сказать, что вы прям такой диктатор, но властность такая есть. Могут быть моменты, когда вы стукнете кулаком по столу, да. Я сказал в таком духе, да, вот последнее слово за мной. Но опять же, это бывает нечасто, потому что ваша природа, ваша суть, да, вот в душе какой вы совершенно не такой человек. Чтобы вы стукнули кулаком, да, вот, ну, здесь реально нужно постараться. Здесь нужно либо же вас очень сильно достать, либо же оборзеть, когда ваше терпение лопнет. Но опять же может проигрываться, что вы, да, вспыльчивый человек, вы можете быть вспыльчивый, но отходчивый. И вообще вы такой победитель по жизни. Победитель, который никогда не опускает руки нигде, ни перед чем. Человек, который, ну, знаете, вот у кого есть дети, вы, наверное, вот детей ставите в своей жизни вот превыше всего. Вот дети для вас это все, это святое, это свет в окне. Вы настолько такой, ну, фанатичный отец. Даже если вы сейчас, допустим, не вместе живете с ребенком, вы будете, ну, до последнего своего вздоха вкладываться в детей, вы будете помогать. Могут даже проигрываться, что вы, ну, то ли по суду как-то вот могут быть разбирательства, чтобы детей, может быть, чаще видеть, как-то чаще проводить времени, да, вот, ну, такой вот вы фанатичный отец, который, ну, реально и в огонь, и в воду готов ради ребенка. Ну и снова, смотрите, вот, в принципе, из расклада в расклад, да, вот некоторые моменты у нас повторяются. Вот вы человек, который исключительно ориентирован на семейные отношения. Вот именно семья для вас важна. Не романчики, да, не девочки-однодневочки. Именно вот семья. Причем вот вы всегда вкладываетесь. Вы, вот когда вы что-то делаете, вы делаете все с душой, да. Вы с душой выбираете женщину, вот искренне, вот сердце ёкнуло, да, вот влюбились, все, начинаете заводить отношения. Вы с душой будете все. Вы даже вот с работой, вот все, что связано с работой, на работе, да, вот вы как-то стараетесь делать качественно. Вы не терпите ложь, обман, да, вот брак какой-то даже в работе вы не будете терпеть. Вы даже еще можете наругать, если кто-то халтурит там где-то что-то. Ну, это довольно-таки неплохие черты характера у вас, но в то же время, смотрите, я не могу сказать, что вы, конечно же, там идеал, и вас можно в рамочку поставить и молиться. Нет, у вас свой характер, чисто мужской такой характер, это нормально. Но, знаете, вот вы скорее вот вспыльчивые стали после ваших каких-то вот жизненных передряг. Вот раньше вы не были абсолютно вспыльчивы. Вот вас таким сделала жизнь. Вот вы научились показывать зубки, вы научились защищаться, вы научились, ну, не позволять себе садиться на шею. Раньше вы это позволяли. Напишите в комментариях, есть такой момент. Причем, смотрите, здесь могут даже проигрываться такие моменты, когда вы то ли вы помогаете вот каким-то вот людям, у которых
есть финансовые проблемы. Это могут быть знакомые, это могут быть незнакомые люди, вот реально, ну чуть ли не на улице, вот вы подойдете и людям там кусок хлеба дадите, да, может быть бездомные, может быть у вас есть знакомые, которые сейчас там с хлеба на воду перебиваются, и вы им помогаете, либо деньгами, либо продуктами. Ну, то есть вы такой человек, который никогда не оставит в беде другого. На вас всегда можно положиться. Это очень такое суперское качество ваше. В женщинах вы очень цените страсть. Вы, вот знаете, вот вы нацелены на то, чтобы найти свою новую императрицу. Вот вы выпали императором, и вам хочется найти свою новую императрицу, но пока вы ее не нашли, потому что, ну, вы не видите на данный момент, вы не видите женщину, которая могла бы вот претендовать на звание вашей новой императрицы. Не какой-то девочки по вызову, а именно императрицы. Вы любите вообще женщин страстных, да, вы любите хороших любовниц. Для вас очень немаловажно, как женщина выглядит, как женщина за собой ухаживает. Вам нравятся женщины фигуристые, вам нравятся женщины, которые занимаются спортом, да, ну, то есть во всех отношениях следят за собой. На какую-то серую мышку за мухрышку вы никогда не посмотрите. Потому что вот вы считаете, что если женщина появится в вашей жизни, она должна быть хороша во всех отношениях. Я вам скажу, что еще у некоторых из вас может проигрываться, ну, такая повышенная еще самооценочка есть у вас у некоторых. Но я вам скажу, ребятушки, что вот если вы, ну, без обид, если вы вот претендуете, да, на женщину там ухоженную, красивую, спортивную, там хорошо одетую, да, вот как говорят, претендуешь, соответствуй. А у нас как бывает часто? Мужчина хочет с собой супер-пупер раскрасавицу рядом иметь, а сам ходит с пивным животом, в растянутых трениках, да, там не мытый, не бритый, не чесанный, вот в таком плане, да, вот я сейчас утрирую, я в общем говорю, без обид, абсолютно никого не хочу обидеть, вы знаете прекрасно, я стараюсь деликатно, в общем говорю, поэтому, если вы претендуете на такую женщину, ухоженную, стильную, классную во всех отношениях, вы должны за собой точно так следить, даже если вы до этого не следили, потому что такая женщина, она точно так же хочет иметь рядом с собой ухоженного мужчину, да, может быть, там накачанного, спортивного и так далее. Ну, то есть у каждой женщины будут свои предпочтения. То есть запомните эту фразу, это золотая фраза. Претендуешь, соответствуй. А не соответствуешь, то как-то немножечко планочку своих запросов снижай. Вот так вот. Поехали дальше. Смотрим, какая же дама пришла к нам на расклад. Да, сегодня такой расклад, который, ну, интересует именно тех, кому не безразлично до сих пор, наверное, бывшая. Хотя, в принципе, вы можете все посмотреть его даже тем, кому просто интересно, знаете, как же она там поживает. Всем иногда хочется узнать, как там бывшая, просто ради интереса, да, вот как ей живется, счастлива ли она. Вот что бы кто бы ни говорил, все равно вот есть интерес, все равно. Вот это вот любопытство, от этого никуда не денешься. Так, погнали. Какая женщина пришла к нам на расклад? Ну, кто бы сомневался. Женщина, которая разбила вам сердце, это, скорее всего, женщина, которую вы любили, да, однозначно. Вкладывались в нее, ну, по самой не могу. Женщина, которая не мыслит своей жизни без денег, без красивых ухаживаний, без романтики. Вот она такая, знаете, эгоистичная фифа. Вся из себя, кружите меня, кружите. Она может быть страстная, она за собой ухаживает, но в принципе дама, которая исключительно нацелена на деньги, на выгоду, на свои какие-то хотелки. Несмотря даже на то, что она там красивая, ухоженная, да, но она ищет мужчин, которые это все проспонсируют.
Она и сейчас точно так ищет мужчину, богатенького буратино, который будет ей вот денежки давать. Причем, чем больше денег у мужчины, тем больше вероятность, что она с ним будет вместе. Ну, конечно же, пока она нацелена на романы. Давайте-ка будем дальше разбираться. Она постоянно мотается. Вот у нее что-то дороги постоянно. Это могут быть дороги по работе, это могут быть дороги, связанные, ну, я не знаю, с отдыхом, может быть, да. Но вот как-то она частенько стала ездить в дороги. Так, ну, королева Пентакли она у нас выпала. Пентакли, не Пентакли. Но смотрите, даже этой королеве Пентакли ей очень не хватает любви. Это ее, ну, своего рода маска. Она особо никому не говорит, что ей грустно, тоскливо, вот без настоящей любви. Вот ей хочется этой любви, но пока я у нее не вижу. Ей хочется влюбиться, ей хочется испытать это чувство влюбленности, но она очень так глубоко прячет это все в душу, в сердце, вот свое естество, свои настоящие чувства, желания, она это никому не показывает и даже, возможно, не рассказывает. Она одевает маску вот холодной женщины. Она одевает маску, ну вот королевы мечей, реально такая вот неприступная, вся, да, холодная. Может, даже из-за этого мужчина у нее особо не задерживается. Я у нее не вижу сейчас вот такого постоянного мужчины, абсолютно. Несмотря на то, что, да, она следит за собой, она неплохо выглядит, но тем не менее. Кстати, она может обладать как минимум очень хорошей интуицией, плюс могут быть у нее магические способности. Это может, кстати, у нее даже передаваться вот как-то по роду, от матери, там, от бабушки. Вот, ну да, это давно у них, я думаю, это не одно поколение у них магией занимается. Причем вот она всегда привыкла быть на коне. Она любит, когда ней восхищаются. Она любит, когда ее кружат, когда вот все ее хотелки исполняют. Ну вот знаете, вот в таком ключе. Она очень не терпит, когда ей перечат. Напишите в комментариях, есть такой момент, ну, вернее, был, да, такой момент, когда вы с ней жили там вместе. Она ужасно не терпит, когда кто-то перечит и когда ее желания не исполняются. Она тогда начинает включать свою обижульку, она надула губы. Вот женщины такого характера, возможно, и она такое вам чудила, вот когда вы вместе жили. Когда они обижаются, вот, допустим, ну, элементарный пример вот приведу, да, вот она подошла, допустим, тогда еще в старые времена, попросила вас, там, купи мне там, ну, я не знаю, платьишко возьмем, да, вот, элементарное. Вы по какой-то причине отказали, да, вот сейчас не могу, там, денег нет, туда-сюда. Все, она обиделась. Она может не разговаривать днями, неделями, месяцами, вот такая холодная война. Естественно, интимом она тоже будет наказывать. Но это вообще величайшая глупость. Я уже не раз говорила в своих видео. Сейчас обращаюсь к женщинам, которые меня смотрят. Никогда в жизни не наказывайте мужчину интимом. Это глупо и смешно. Во-первых, вы сами себя лишаете удовольствия, если на то пошло. Во-вторых, ну, хорошо, сегодня, завтра, послезавтра вы его накажете, а через 2-3 дня он пойдет налево. И кто будет в этом виноват? Вы, мои хорошие. Поэтому, ну, никогда не наказывайте. Один мужчина стерпит это, да, ну, пусть он месяцок, хорошо, самый выносливый, месяц, может быть, потерпит, да, а потом он пойдет налево. Ну, как это, при живой жене ты ложишься, да, как с соседки, да. Поэтому никогда не наказывайте. Вот эта ваша дама, она могла вас и наказывать. Она могла не разговаривать, да, вот как я сказала. Вот такие женщины, они вообще чудят, ну чудят такое, что просто, ну, на голову не налазит это все. Они могут себя вести, ну, как обиженные какие-то девочки, малолетки, да, вот казалось бы, она взрослая женщина, ну, вот ты мне не купил платьишко, там, ты мне денежку не дал, все, я с тобой не разговариваю, я с тобой больше не дружу, ну, вот как детский сад, да, вот может в таком плане себя вести.
То есть, ну, здесь какое-то, я не знаю, здесь как расстройство психики уже идет. Так, настолько человек вот зациклен, знаете, причем, может, даже вот тогда еще, когда вы были вместе, а может и сейчас кто-то, да, вот в отношениях, поскольку общий расклад, может быть, сейчас, вот если вы живете с такой женщиной, то смотрите, я думаю, вы замечали, что когда вот вы ей что-то купили, либо же там дали денежку, она какой-то период такая вся добрая-добрая, она вся такая белая, пушистая, на все согласная, да? Есть такой момент. Вот она настолько такая покупная, вот продавная, купля-продажа, вот, понимаете, это ее стихия. Она продает свои чувства, она продает свои эмоции, она продает свое тело. Вот казалось бы, да, мужу даже, так сказать, мужу, но она продает. Напишите, есть такой момент или нет. Настолько вот, знаете, вот денежно-рыночные отношения вот присутствуют в отношениях с такими женщинами довольно часто. Я не могу сказать, что она сейчас вот пребывает в таком большом безумном счастье. Абсолютно. Нет, вот посмотрите, у нас десятка мечей, как раз у нее сейчас абсолютно не период счастья. Она очень хочет встретить любовь. Да, у нее есть там подружки, которые, ну, скажем так, покутить, погулять, посидеть, да, там какие-то гадости посоветовать. Это да, такие у нее есть. Но, тем не менее, вот счастья в личной жизни я у нее не вижу. Она надеется. Вот она, несмотря ни на что, она не теряет надежду, что вот, да, вот еще, вот как на этой карте, да, вот кораблик приплывет, счастье, привалит мне счастье, да. На моей улице перевернется грузовик с пряниками. Поэтому она, с одной стороны, да, она и грустит, а с другой стороны, она пытается сама себя так приободрить, еще и подружки эти пытаются приободрить, что ну, у тебя еще все будет хорошо, да, ты своего принца на белом джипе найдешь, да, в таком плане. Ну, такая дамочка очень продуманная, очень. Вот денег нет, все, мужчина ей не нужен. Даже у вас может быть такая ситуация, когда, допустим, вот вы с ней жили, ну, либо же кто сейчас живет, в те моменты, когда у вас какой-то там, ну, я не знаю, финансовый кризис, может быть, может быть, на работе там месяц, два, три задерживали зарплату. В такие моменты она вообще могла отдаляться от вас. Она могла, ну реально, не то чтобы там спать с вами, она могла даже спровоцировать какую-то ссору, чтобы как-то вот вообще отдалиться, разойтись в разные комнаты, там, уехать к маме на время, могла предложить, давай поживем отдельно, ну, то есть даже такие моменты могут быть. То есть, понимаете, денег нет, все, ты мне не нужен. Довольно часто бывает в отношениях, когда сами мужчины замечают, пока я ей даю деньги, пока я покупаю, пока я вожу ее на моря, океаны, она, конечно же, более-менее пытается казаться там любящей, там, да, вот такой вот распрекрасной. И то это чувствуется, что это лесть, что это очень наигранно, что это такое, ну, подхалимство, что ли. Напишите, есть ли такой момент у вас в вашей жизни, ну, либо же был, если это было в прошлом, да? Потому что я знаю, что некоторые из вас, мужчины, вот и сейчас живут в таких токсичных отношениях, терпят женщин, цепляются за эти отношения, которые, ну, так сказать, сами себя уже не изжили. Но по какой-то причине кто-то ради детей цепляется за эти отношения, кто-то не хотят делить машину, квартиру. И по статистике, в принципе, к сожалению, довольно много семей, которые чуть ли не всю жизнь вместе прожили, да, вот и по 30 лет, 35. Но на самом деле они живут как соседи. Вот каждый в своей комнате, у каждого своя жизнь. Ну, они, в принципе, не хотят просто делить машины, квартиры, деньги, все это нажитое имущество. Они просто не хотят. Ну, в принципе, как, знаете, как коммунальная квартира. Просто соседи. Это, конечно, ужасно. Это, ну, я думаю, это не каждый пойдет на такие жертвы, потому что это очень тяжело морально.
Ну, в принципе, напишите, что вы думаете по этому поводу. Вот смогли бы вы жить с женщиной, ну, просто как с соседкой? Может быть, у вас и была такая ситуация, ну, тогда я вам сочувствую, искренне сочувствую. Ну, потому что это очень сложно. Я бы, допустим, я бы не смогла так жить. Я бы даже не смогла ходить вот холодную войну, устраивать и не разговаривать. Я так не могу. Так, что еще у нее в жизни происходит? Давайте будем смотреть. Ну, она ждет, вот вам доказательства. Король Пентакли. Она ждет денежного мужчину. Она ждет мужчину, который подарит ей красивую жизнь. Но опять же, вот она ним будет манипулировать. Вот даже если в ее жизни у нее будут мужчины, конечно, не без этого, но это будут такие проходящие. Вот в какой-то период она с ними пообщается, и они расстаются. Давайте сейчас даже посмотрим, кто бросает. Она даже, смотрите, она даже не брезгует, кстати, вот женатыми мужчинами, вот и на будущее. У нее будут романы даже с женатыми мужчинами, это будут денежные мужчины, конечно же, но и с ними ничего не получится, они останутся в семьях. То есть женщина, понимаете, у которой нет ничего святого, вот она даже на женатых мужчин нацеливается, и ей по барабану, разрушит она семью или нет. Даже вот могут проигрываться ситуации, что какую-то семью она может даже разрушить. Она может разрушить семью. Поэтому там, где деньги, туда ее и несет. И неважно, мужчина женат, не женат, да, вот как-то ее это абсолютно не интересует. Главное, чтобы денежки были, а потом уже все остальное. То есть человек живет по принципу «жена не стена, можно подвинуть», вот в таком плане. Ну, знаете, какое-то такое вот после расклада не очень приятное ощущение. Я вообще не люблю таких женщин продуманных. Я не люблю женщин, которые влезают в чужие семьи, которые ищут себе, ну, грубо говоря, спонсоров, да. Она так по жизни и будет. Вот Пентакли, 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 понимаете, она, в принципе, останется глубоко несчастным человеком. Вот она сама себя своей корыстностью, она сама себя и накажет. От себя не убежишь, от своих мыслей не убежишь, да, вот ей если плохо, то ей плохо. И куда бы она ни ездила, с какими бы подружками она ни гуляла, ни кутила, ну хорошо, ну сегодня она покутила, погуляла, а на утро она проснулась, и снова болит голова, и снова вот эти все проблемы, вот эта вся ненужность, да, вот это состояние одиночества, оно ведь никуда не девается. Можно хоть, я не знаю, там попиваться, да, этими всеми горячительными напитками, можно напиться и забыться, все что угодно, да, но это ведь проблемы не решает. И человек не понимает, что эта проблема в ней, в ее вообще жизненном подходе. То ли это воспитание, то ли она такая, вот знаете, даже может быть она с детства, может, избалованная была, что ее родители баловали. Поэтому она такая вот девочка выросла, которая нуждается в постоянной похвале, в постоянном подтверждении, что она лучше всех. Кружите меня, кружите. Вот в таком плане. На самом деле человек, вот внутренне она глубоко несчастный человек. Ее можно просто пожалеть. Даже если вы вот с ней общаетесь, она может, конечно, бравировать, вот эта бравада ее, у меня все классно, у меня все распрекрасно, жизнь чудесна. На самом деле нет. Мы только что посмотрели, что мужчины у нее не задерживаются, да, хотя у нее будут периодически романы. Семейная карта я у нее не вижу. Любви я ее не вижу. Счастья я не вижу. Здесь одни такие сомнения, опасения. Здесь обманутые надежды. Здесь какие-то моменты даже ну, какой-то отрешенности, да, когда ты не знаешь, что у тебя будет завтра, сможешь ли ты ну, прокормить в конце концов себя и своих детей, допустим. Здесь очень много вопросов, очень много. Но а давайте-ка напоследок посмотрим, вот жалеет ли она, что вас потеряла. Давайте вот такой контрольный выстрел сделаем. Вот жалеет ли она, что она потеряла?
Да нет, не жалеет. Она вспоминает периодически, да, что с вами была стабильность, с вами была денежка, с вами было много чего было, да. Но это не сожаление абсолютно. Это какая-то ностальгия за тем периодом, что у нее все было, но человек это все разрушил и не оценил. Она ностальгирует вот именно за вашим отношением, за вашей любовью. Вот с вами она чувствовала себя любимой. Это очень немаловажно, когда тебя любят, когда вот вы ей на выбор давали, да, здесь могут даже быть ситуации тогда, когда вы были вместе, ситуация, когда вы, допустим, говорили, выбирай, куда мы поедем, да, в какой город, в какую страну на отдых, да, выбирай там, я не знаю, что тебе купить, вот в таком плане. Вы постоянно давали ей выбор, даже в подарках. Вы постоянно ей давали вот этот самый выбор, вот эту свободу, свободу во всем. Она с вами была уверена в завтрашнем дне. Сейчас этого нет. Сейчас вот она в тупике. Она в тупике, она не знает, что будет дальше. Она будет, конечно же, в поисках богатого Буратино. Но эти Буратино очень быстро ее раскусят и пошлют во свояси. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!